С 2023 года я езжу на международные конференции по пересадке волос. И вижу странную вещь. Многие доктора часто говорят о громких технологиях, которые, по сути, как бы таковыми могут и не являться. Иногда даже складывается ощущение, что иногда доктора немножко что-то как будто недосказывают, оставляют то поле, на котором мы сами что-то можем додумать. Что-то, во что мы сами хотим очень сильно верить. И подогреть свой же интерес, базируясь просто на недосказанности докторов, тех самых белых халатов. Вот одно из видео, операционное. Доктор перегоняет жировую ткань из одного шприца в другой. И это называют нано-фэт. Причем в концепции стволовых клеток. Что интересно, что многие доктора на этом конгрессе смотрят на этих профи-докторов и увозят с собой багаж того, во что они верят, что это и есть стволовые клетки. Далее распространяют эту информацию среди других докторов. В результате, как вы можете предположить, профессиональная среда полнится тем, что нано-фэт – это те самые стволовые клетки. В этом видео расскажу вам не только про стволовые клетки, нано-фэт, экзосомы, PRP, что эффективно, что нет, что такое полинуклеотиды, факторы роста, фибробласты и прочее. Что работает, а что просто маркетинг. И всегда, наблюдая за докторами на тех самых конгрессах, у меня возникает всегда множество вопросов, которые мне хочется задать, которые всегда по возможности я задаю тем самым докторам. Глядя на это видео, у меня возникают очевидные, казалось бы, вопросы. Первое. Если это рассматривается как стволовые клетки, сколько конкретно здесь стволовых клеток? Второе. Какой тип стволовых клеток? Позже в видео я вам объясню и расскажу. Третье. На что именно эта процедура влияет? Четвертое. В каком проценте случаев это работает? Ну и пятое, какой вообще механизм? Как это работает? Как моему мозгу сложить одно с другим и понять, почему это стоит, например, $2000, и это должно помочь человеку, у которого выпадают волосы? И ту процедуру, которую рекомендует врач. Белый халат. Спросите сами любого доктора, кто делает ту самую алхимию. Это просто неизмеряемо. Причем считайте, что это отдельная операция по добыче чего-то, что мы не знаем, как оно работает. Мое субъективное личное мнение, как аналитика, это какая-то не медицина, а алхимия. Что-то из разряда «давайте попробуем вот это», причем за счет самого клиента, и посмотрим, что будет у того самого клиента. И это все 21 век. Именно поэтому последние 2-3 года я не говорил о стволовых клетках, об экзосомах. Все эти данные я анализировал, исследовал и делал, как обычно, полноценную свою личную аналитику. Также включая нано-фэт, PRP, что работает, что нет, что такое экзосомы, фибробласты, полинуклеотиды. Я никогда не рассказываю о том, о чем у меня у самого не сложилось собственное мнение. И теперь оно сложилось. Сегодня я расскажу вам подробно о всех этих технологиях, что же такое стволовые клетки, и о том, что маркетинг вам подсовывает как стволовые клетки, хотя таковыми они не являются. Когда появляется что-то новое, люди начинают злоупотреблять этим. Я понимаю, что еще больше корпораций, докторов, косметологов и прочих заинтересованных людей просто возненавидят меня, потому что что может быть хуже, когда клиент начинает разбираться, причем лучше порой, чем сами те профессионалы, которые предлагают те самые услуги. Ну, в этом и состоит моя работа аналитика. Помните, я ведь не доктор. У меня просто очень пытливый мозг и, как мне кажется, неплохие аналитические способности. Давайте сегодня в этом разбираться. 2023 год. Закрытое мероприятие для, можно сказать, что топ-докторов из различных стран мира. Обсуждение идет о том, что в ближайшие годы будет продаваться как эффективная технология для восстановления волос. Речь тогда шла об экзосомах. 2023 год. В 2023 году практически никто в мире об этом не слышал вовсе. Если вы возьмете 2025-2026 год, об экзосомах сейчас говорят, и не только говорят, но и продают многие. 2024-2025 год. Стволовые клетки. Стволовые клетки появились не в этом году, но в этом периоде начало активно развиваться. Как эффективное экономическое дополнение к любому бизнесу. В 2025 году у меня появился шанс исследовать настоящую лабораторию. Что ж, переодеваемся в лаборатории. Вот такие вот здесь очистительные сооружения. Сейчас пойдем смотреть лабораторию, которая занимается конкретно стволовыми клетками. Там, где стволовые клетки не метафора, а измеряемый материал. И сегодня я расскажу, где заканчивается маркетинг и начинается настоящая биология. Причем биология, хотелось бы сказать, будущего, но не скажу, потому что это биология сегодня.
то, что происходит здесь и сейчас. Давайте вообще разберемся для начала, что же такое стволовые клетки. Чем стволовые клетки отличаются от жира из шприца? Что такое эмбриональные, какие они бывают, мезенхимальные, что реально используется в трихологии и эстетике? Ну, если мы включим, да, немного свой мозг и подумаем, мы не состоим из химии и таблеток, мы состоим из клеток. И на сегодняшний день парадигма медицины, она меняется. Вот как есть прорывные технологии, там блокчейн, интернет в свое время, ну и так далее, альтернативные источники энергии. Что такое прорывная технология? Прорывная технология – это новая парадигма, которая кардинально меняет майндсет, наше мышление, которая меняет правила игры, которая меняет рынки. И поэтому здесь подходы должны быть исключительно другие. То есть, например, парадигма сейчас из pharmaceutical factory, то есть из заводов, производящих таблетки, полностью перенесется в парадигму биотехнологической лаборатории. Там, где сейчас, на сегодняшний день, уже происходят чудеса. Мы знаем, что это cellular technology, то есть производство стволовых клеток, НК-клеток, это CAR-T, это персонализированные онкономикс, это cancer vaccines, это моноклонал антибоди, которые созданы на основе клеток и так далее, и так далее. То есть парадигма медицины, то есть то, что использовать в будущем для человека, полностью перенеслась в биотехнологическую лабораторию. Первое, что вы должны понять, что стволовая клетка – это не волшебная субстанция. Это, можно сказать, что живая клетка, которая еще толком не решила, кем она хочет стать. Вот так выглядит стволовая клетка вот, под микроскопом. То есть это вот прям материал строительный. То есть стволовая клетка – это как кирпичик твоего организма, из которой дифференцируются все остальные органы и ткани. При этом она может делиться, самообновляться, превращаться в другие типы клеток. И это есть самое главное. Скажем так, золото любой валюты в ее настоящей ценности. Тоже хотел спросить, потому что стволовые клетки могут превращаться в разного вида клетки. Правильно? Но не все клетки могут это делать. Да. Смотри, кожа, способность к регенерации, мы говорили, 4 килограмма кожи за месяц полностью регенерирует. Еще разная способность. Кишечник, ты говорил, быстро регенерирует. Ты мне помнишь, мы обсуждали, ты говорил, тоже очень быстро регенерирует кишечник. Костная ткань, сухожилия, мы активно используем клетки при спортивной травме, регенерируют 3-4 месяца, потому что клиенты, пациенты спрашивают: доктор Татьяна, когда я получу эффект? Все зависит вот от давности травмы, там, от уровня воспаления и от того или иного органа, какой орган поврежден. Я очень люблю этот вопрос. Какой орган меньше всего, то есть дольше всего регенерирует? Интересно, да, какой? Какой? Дольше всего? Где сложнее регенерация, но тоже возможно, и уже получаем результаты классные. Сердце 10-15 лет полностью обновляется. И мозг 20-25 Вот я мозг на самом лет. деле подумал, потом думаю, Мозг. И вот эта тема, что, вот я люблю говорить, что почему фраза «в одну и ту же воду дважды не войдешь». Вода та же самая по структуре. Наше тело полностью, мы меняемся. Олег, 25-летней давности, ты физически другой. Да. То есть твой мозг абсолютно, все уже другое. И вот эта фраза, сейчас отдельно про стволовые клетки, до 90-х говорили, нервные клетки не восстанавливаются. Восстанавливается же. Восстанавливаются. Почему? Нашли в гиппокампе, что в гиппокампе мозг сам продуцирует свои собственные стволовые клетки, то есть из которых регенерируют нейроциты и аксоны. Но здесь какая фишка? Из-за того, что мы живем в стрессорном мире, очень цивилизованном мире. Я сейчас только об этом подумал, я уже представляю, к чему ты ведешь. 700 стволовых клеток в день примерно рождается в гиппокампе, но умирает больше 1000 каждый день, там до 10 тысяч. Я имею в виду нервных клеток. И что там затормозило, например, процесс развития, да, когда я тоже клетки хотел спросить, были... потому что это же уже было до этого. Да, ты знаешь, ты полностью погружен. Сначала рассматривались как трансплант, да, и врач по своему назначению, понятно, согласно там этике, разрешения локальных институтов, использовал клетки. Затем это сделали как advanced medical pharmaceutical, то есть а-ля клеточная терапия, сделали как химический продукт. И тем самым на 15 лет затормозилось развитие этого направления. Обычная клетка – это уже готовая сформированная функция. В то время как стволовая клетка – это исходный код, из которой можно сформировать любую клетку и любую функцию этой клетки. И пока вы думаете, что здесь я говорю о волосах, уже благодаря стволовым клеткам лечат неизлечимые, казалось бы, болезни. И рассматривают их, если не источник бессмертия, то, по крайней мере, долгой молодой жизни. То есть надо понять, что старение – это болезнь, которую можно затормозить и которую можно развернуть вот этот turn o'clock.
Потому что сейчас есть, то есть болезни, связанные со старением. Рак то же самое, Он же риск, случается и в разном возрасте, и там чуть ли не в иммунитет. младенчестве. Мы отдельно поговорим про онкологию, потому что здесь уже используются другие клетки. Давайте немного поясню. Наше тело использует стволовые клетки всю жизнь. И они используются не для красоты, а для ремонта нашего организма. Кожа обновляется, ткани заживают, микроповреждения чинятся. Все это и есть работа стволовых клеток. Там есть такой нюанс при его приготовлении. Стволовые клетки – это как фабрика, которая производит нечто. Да? Этой фабрике ей нужно, так сказать, определенное микроокружение. И есть клетки, которые эту фабрику настраивают. Вот, как она должна работать в данной конкретной ситуации с данной конкретной патологией. Плюс добавляются еще химические вещества там, и биологические вещества, которые задают, вот, условно говоря, направление. То есть мы волосы лечим одним, там глаза лечим другим, ухо лечим третьим. Ключевая вещь. Стволовая клетка работает не сама по себе. Она может работать только в правильной среде. И только если эта среда жива, активна, не разрушена и в нужной концентрации. Вот здесь как раз-таки и начинается разрыв науки и маркетинга. Расскажите, что вы делаете в операционной? Это что-то типа липосакции или что происходит? Вот на конференции доктор показывает, как он берет жировую ткань у пациента, прогоняет ее, казалось бы, такой достаточно кустарный фильтр, затем начинается вот эта вот перегонка из шприца в шприц, и некоторые думают, вот это и есть стволовые клетки. Нет. Факт заключается в том, что жировая ткань действительно содержит те самые мезонхимальные стволовые клетки. Но, первое, их там очень мало. Второе, концентрация одному богу известна, какая она там. Вот спросите любого доктора, скажет ли, какая там вообще концентрация. Третье. Жизнеспособность. Как ее вообще можно контролировать? И контролируется ли она кем-то? Четвертое. Знает ли кто-то вообще, какая часть тех самых непонятного количества стволовых клеток доживает до самого введения тех самых стволовых клеток в организм пациента? И обратите внимание, это же полноценная операция. То есть у нас получается весь сыр-бор непонятно ради чего, и это заключено в достаточно сложную операционную процедуру для клиента. Это знаете, как у блогеров контент ради контента и операция ради операции. Вот это я бы, наверное, и назвал алхимия белых халатов 21 века. По сути, за вот эти вот 2-3 тысячи долларов нам продают не технологию, а надежду, замаскированную под процедуру. И то, на что я обратил внимание, клиенты, проходящие данную терапию, или, скажем так, данную процедуру, не находятся на монотерапии. Что такое монотерапия? Это когда вы на протяжении определенного конкретного периода времени используете только одно средство, одну процедуру, для того, чтобы понять конкретно, как оно работает в отношении вашего организма. И вот оценка результативности каждого из средств требует учета разных факторов. И именно монотерапия дает понимание, что конкретно работает. Затем, уже исходя из этих исследований, я могу комбинировать средства и давать для своих клиентов комбинацию тех самых проверенных средств в зависимости от каждого конкретного случая. Последние 2 года я больше сконцентрирован именно на лечении. На лечении, правильной диагностике, аналитике каждого отдельного случая. И, как вы видите, я вам покажу несколько примеров, это лечение волос. Где-то лечение вместе с пересадкой, но всегда правильное воздействие на волос, оно должно быть. Просто одной пересадки недостаточно. А с некоторыми ребятами мы вообще до пересадки волос и не доходим. Потому что есть материал, и мы работаем с тем материалом, который действительно можно и нужно восстановить без пересадки волос. Потому при правильной аналитике терапии можно восстановить свои собственные волосы без пересадки волос вовсе или с частичной пересадкой. По крайней мере, использовав только часть своего драгоценного донорского материала. Что ж, миноксидил и финастерид работают очень хорошо. И сейчас я слышал на самом деле, что планируется к выходу кое-что новое, кое-что экспериментальное. Это будет что-то похожее на финастерид, но на данный момент мы ожидаем получения лицензии данного препарата. Вероятно, в течение ближайших 2 лет это появится на рынке. На данный момент я не буду озвучивать название, но скажу, что это будет что-то даже лучше, чем финастерид, и без побочек. Я слышал, что китайцы кое-что создают, французы в том числе. Да, я верю, что в ближайшие 1-2 года будут новые опции касательно лечения волос, без опасений побочек. Хотя на самом деле даже побочки у финастерида – это даже больше слухи, чем правда. Я лично использую финастерид достаточно долгое время. И да, я его рекомендую своим пациентам. И прописываю его после операции. Ну что ж, посмотрим. Нам остается только ожидать новых средств борьбы с облысением.
Я никогда этого не говорил, что выпадение волос – это болезнь. Мне кажется, это определенное состояние, потому что 80% мужчин будут иметь эти проблемы по мере взросления. То есть, что я хочу сказать, чем взрослее вы становитесь, тем больше шансов у вас получить андрогенетическую аллопецию или потерю волос. Кстати говоря, я все чаще слышу эту же позицию от других докторов, и они говорят, это не заболевание, это как фактор, можно сказать, что износ вашего организма. Да. Вы не можете остановить старение. 100%. Вот когда они скажут, что да, мы остановили старость и взросление, вот только тогда они остановят и выпадение волос. Считается, иногда необходимо лечить состояние, которое возникает с возрастом. Пациенты, которые приходят ко мне с этой проблемой, я начинаю их полностью обследовать. Я проверяю, есть ли у них сопутствующие заболевания, и только после этого мы стараемся дать им рекомендации. Замечу по своим консультациям, особенно детализированным консультациям, что возраст лысеющего человека снижается. Что это значит? Что молодежь начинает лысеть намного раньше, чем их предки. Но плюс в том, что это умное поколение, потому что они вовремя смотрят мои видео и приходят за помощью, конкретно понимая, в чем ценность моей аналитики и что это действительно правильное время для того, чтобы восстановить свои волосы и затем уже делать правильное решение в контексте пересадки волос. Офигенное, умное поколение. И вот, к слову, те, кто делают пересадку волос и думают, что все, я сделал пересадку волос, это на всю жизнь. Такой же посыл и тем, кто использует там миноксидил, финистерид. Финистерид тоже интересная штука. Раньше его не все боялись использовать. Сейчас это как будто мода просто всем подряд использовать финистерид. Предупрежу вас, не каждому нужно использовать финистерид. Для этого нужно делать полноценную диагностику и аналитику. В некоторых случаях финистерид действительно будет провоцировать ваши внутренние проблемы с вашим организмом. От чего? От неправильного использования. И самоназначение после различных, не знаю, там видео, блогеров в Ютубе, которые говорят, бери да используй финистерид. Так это делать нельзя, если вы не хотите навредить своему собственному здоровью. Именно так и появляются те самые отзывы о том, что финистерид – это плохо. Хотя это неплохо. Часто это просто самоназначение и неправильное использование. Это касается любых медикаментов, и почему финистерид должен быть исключением из этого, точно так же, как и миноксидил. Я думаю, что после этого видео многие, не знаю, блогеры, может быть, трихологи, доктора тоже обратят на это внимание, как когда-то начали обращать все-таки и на фронтальные линии. До этого ведь никто не говорил, а сейчас уже это прям мейнстрим-тема, хотя по результативности я вижу все те же кривые или там супер ровные фронтальные линии. Но, тем не менее, когда говорят, это уже хорошо. Процесс пошел, поезд двинулся. Just subscribe. Так вот, для восстановления ваших волос требуется 3 точки. Вы знаете, как плоскость является плоскостью, базируясь на фундаменте 3 точек. Такая же ситуация и в лечении ваших волос. 3 основные составляющие. Ингибиторы и антагонисты дигидротестостерона. 2. Стимуляторы роста. 3. Укрепляющие средства. Тогда, когда они нужны. Для всего этого нужна полноценная диагностика. То, чем я сейчас плотно занимаюсь. И то, куда у меня уходит мое основное время. Часто вместо контента. Без этого всего работает только одно. Система волос. Все. Других вариантов нет. Если вы ленивый, недисциплинированный, вам кажется, что вы пропустите вот это, или вот это, или вот это, или будете использовать только что-то одно, с большой долей вероятности вы все равно потеряете волосы. И это подписывание абонемента, скажем так, на постоянную пересадку, пока вы полностью не уничтожите свою донорскую зону. Так вот, про нанофет, VNT, стволовые клетки и другие регенеративные технологии. В том числе ваша любимая PRP. Что вы думаете о стволовых клетках и экзосомах? Последние несколько лет очень большой хайп вокруг этих тем. Как я вижу, готовится достаточно серьезное регулирование в этой сфере, так как очень много нюансов. И знаете, когда появляется что-то новое, люди начинают злоупотреблять этим. Выделение используется собственный жир, потом я знаю, что костная ткань используется. Да, исторически ты прав совершенно. И вот я хотела, ты мне позвонил сегодня и спросил, а что такое там фибробласты? Это становится такой как бы слоган, что-то новое, что-то технологичное, и под этим начинают продавать все, что угодно. Там экзосомы, там просто физраствор с чем-то, с пептидами, там пептиды. Ты знаешь, когда вот прорывная технология появляется, любая, параллельно много скама. То есть это много везде скама. И во всем. Из-за Та чего? Же крипта. Очень прямой пример. Да. Ты знаешь, много скама. Во-первых, отсутствие полноценной информации.
много так, что было публикаций, книг. С одной стороны, с другой стороны, медицина настолько, врачи все заняты, некогда читать или не говорят на английском. Клиенты то же самое, они не будут читать и углубляться. То есть это мне интересно, и так как я как бы в эту сферу, моя сфера волосы, и я в это копаю, мне наоборот очень интересно. Но не как, только как клиенту будет, это очень Олег, тяжело. поверь мне, ты сейчас заболеешь этой темой, не только будут Я волосы. это уже давно изучаю, и сейчас мне все более и более интересно становится. Ну и немного важной теории. И начнем мы с типов стволовых клеток. Потерпите, если хотите действительно разобраться. Я постараюсь максимально упростить картинку, чтобы все было без лишнего понятно. Первый тип стволовых клеток – это эмбриональные, самые универсальные. Вот они могут стать чем угодно. И в этом их основная ценность. Но при этом в эстетике они не используются из-за этики, потому что это же плод, и определенных рисков. Некоторые говорят, что этих рисков нет, некоторые говорят, что они присутствуют, и лучше не рисковать. Сразу говорю, эмбриональные клетки, мои пациенты задавали мне вопрос, нет, нельзя, этически во всем мире запрещены к применению, мы не используем эмбриональные. И вот эта вот вся история там с Фриски, я не знаю, я прошу прощения, что там фамилии называю, да, я не знаю, использовали эмбриональные клетки или некачественные, или эмбриональные. Сейчас это последние данные могут вызывать тератому. А что такое тератома? Это такая опухоль, образование, которое может и злокочисляться, может и не злокочисляться, но тем не менее не применены, не разрешены к применению. Ряд лабораторий и ряд клиник, там в мире, это отдельно тоже расскажу про рынок, используют, в Китае ряд используют, да, эмбриональные клетки. В Турции то же самое. Ну, что такое эмбриональные клетки, как использовали? Вот делают ЭКО. ЭКО. 2 эмбриона подсадили, там 3 выбросили. Не выбросили, а отправили в лабораторию, сделали эмбриональные стволовые клетки для введения. Мне всегда было интересно, как это, откуда их берут. Ну вот ЭКО сделали, сделали, да, например. А может быть не при ЭКО, там генетически смодифицировали в лаборатории. Второе, тканевые, их можно назвать еще как взрослые. Они живут в органах и тканях. Можно сказать, что отвечают за локальный ремонт, но они более ограничены в своих возможностях, сравнивая с эмбриональными. И вот третий тип, мезонхимальные. Самые как раз таки интересные для эстетики и науки. И вот откуда берутся те самые мезонхимальные стволовые клетки. Жировая ткань, и тут мы вспоминаем про нанофет, костный мозг и наша кожа. И вот именно они уменьшают воспаление, улучшают микроокружение ткани, стимулируют регенерацию и влияют на сосудистую систему питания вашего фолликула. И это не выращивание нового волоса, как многие могут подумать. Это, скажем так, восстановление среды для нашего волоса. А теперь, что же реально используется в эстетике и трихологии? В реальной науке применяются мезонхимальные стволовые клетки, MSC. Да, это лекция, но потерпите немножко. Клеточные смеси, тот уровень 2, про который я вам говорил. И третье, культуры, прошедшие очистку и контроль. Это вот и есть те самые эффективные культивированные MSC, которые как раз-таки я и изучаю. И в будущее которых очень сильно верю. Это свои собственные стволовые клетки, которые мы выделяем из подкожного жира, мезонхимальные стволовые клетки мы их называем. И это потрясающая история, мы можем их забиобанкировать на 60 лет. Да, вот это и я как говорю, ребята, пока вам 30, да, там 35, сохраните себя, и это ваша биологическая валюта. Это то, во что я верю. И один момент, который ты сказал, это революция того, что происходит сейчас. И почему сейчас очень важно делать это банкирование, потому что это тот самый момент, когда мы в своем возрасте и наши клетки самые, ну скажем так, выгодные и правильные. Потенциальные, меньше повреждений, да, потому что ДНК-мутации происходят при частом делении. Мне задают вопрос, там, 70-летний пациент, а я могу свои, там, да лучше уже не свои, потому что мы можем сделать вот эту мистику в лаборатории и выделить вот эти самые сильные, да, потенциальные клетки. Мы биобанкируем 10 миллионов master cells. Вы должны понять очень важное. В эстетике и трихологии на данном этапе задача не в том, чтобы создать новый волос. Хотя это тоже присутствует. А что вы думаете по поводу клонирования и выращивания волоса? Потому что я вижу достаточно много хайпа вокруг этой темы. Ситуация тут тоже достаточно специфична. И все больше клиник, которые я знаю, в Европе и в Британии, когда вы предоставляете свой фолликулярный юнит, они его, скажем так, в нужных условиях сохраняют, вы платите каждый месяц за, скажем так, за хранение до того момента, когда не появится новая технология, которая позволит работать с этим фолликулярным юнитом. Но мне кажется, нужно больше времени. Не так-то все просто, ведь очень высокие ожидания у клиентов. И люди думают, что очень просто сделать из ничего что-то, вырастить волоса. Но что мы конкретно делаем касательно клонирования на данный момент? Мы, можно сказать, что используем семя для выращивания определенной структуры.
Но эта структура должна быть выращена в правильной, нужной среде, в ее естественной среде. Мы не создаем эту среду. И здесь не идет речь о выращивании какого-то органа с нуля, потому что мы до сих пор не можем контролировать, какая конкретная часть ДНК отвечает за то, что нам нужно. Поскольку у нас много клиентов, которые слышат о выпадении волос и используют МСК, я всегда говорю им, что мезенхимальные стволовые клетки сами по себе полезны. Это как питание для организма, потому что они воздействуют не только на корни волос, они также могут способствовать образованию новых кровяных клеток. Однако, если вы хотите увидеть более выраженный результат, действительно сформировать новые волосы, мы разработали стволовые клетки волосяного фолликула. В течение последних 10 лет мы активно использовали МСК. В некоторых случаях они работали, но не во всех случаях. Поэтому мы создали более таргетированный тип стволовых клеток – стволовые клетки волосяного фолликула, которые позволяют получить более заметный результат. Стволовые клетки. Ваше мнение? По моим наблюдениям, терапия стволовыми клетками показывает результаты, но ниже моих ожиданий. Во многих случаях я чаще рекомендую PRP-терапию, иногда экзосомальную терапию. Однако я не так часто сталкивался и не могу рекомендовать терапию стволовыми клетками, потому что в большинстве случаев не наблюдаю сам значительных изменений. И, возможно, со временем мы сможем попробовать разные варианты, но все это альтернативные методы лечения. Мы не можем обещать результат. Мы просто не можем гарантировать исход. Как вы считаете, есть ли какие-то риски, связанные со стволовыми клетками? Это снова технический вопрос. Риски примерно одинаковые, даже если сравнивать с экзосомами. Мы сталкиваемся, на самом деле, с похожими факторами, поэтому лучше работать с врачом, которому вы действительно доверяете. И происхождение стволовых клеток в этих случаях тоже очень важно. Лично я не видел значительных изменений от терапии стволовыми клетками, но наблюдал более заметные улучшения при использовании экзосом. 2026 год. Запомните, пожалуйста, этот момент и то, что говорят на этот момент доктора, и то, что будет через несколько лет. Со своей стороны хочу сказать, конечно, когда вы смотрите видео, и, конечно, не просто так я вставляю эти видеоматериалы, чтобы вы видели мнение, причем топовых хирургов. Но вы смотрите и полагаете, что, если даже хирурги говорят, что это не работает, то о чем тут вообще речь? Вы должны уяснить очень важный момент, что у каждого своя работа. Хирурги делают операции по пересадке волос. Они работают уже с проблемой и делают физическое перемещение волос из одной области в другую. Дерматологи, трихологи – это люди, которые должны правильно диагностировать то, что с вами происходит, и самое главное – вовремя. Биологи занимаются биологией. Есть ли люди, которые занимаются всем вместе? Вот моя работа, как раз-таки то, чем я занимаюсь, это совмещение всех областей, чтобы вы вовремя диагностировали, вовремя и правильно лечили, и вовремя, когда нужно, только делали пересадку волос. И биология – это будущее в том контексте, который я вам рассказываю, потому что это не про выращивание волоса на данный момент, но про те случаи, когда среда для вашего фолликула не подходящая ни для пересадки волос, ни для полноценного роста ваших собственных волос. То, как это работает, чуть-чуть позже в видео я объясню в деталях. Во множестве случаев использование стволовых клеток применяется с целью изменить среду вокруг фолликула, то есть уменьшить его хроническое воспаление, потому что это часть процесса выпадения волоса, улучшить, как я сказал, само кровообращение, восстановить сигнальные процессы и замедлить саму деградацию фолликула. Прежде всего, это поддержка. Никакой магии тут нет. И не может быть, чтобы выросла лысина. Когда мне было 30, примерно 3 года назад, у меня началось выпадение волос. И я подумал, я стану как мой отец. Я хотел это исправить и начал искать, что может мне помочь. Но я не хотел делать пересадку волос. Это слишком больно, это слишком долго. Пересадка волос занимает много времени, и я не знал, что еще можно сделать. Потом я узнал про FC, клетки фолликула, и подумал, что хочу попробовать этот вариант. Это выглядит безопасно и, как мне кажется, не слишком болезненно.
Доктора не объясняют вам это, а вы как раз-таки часто воспринимаете это именно так, что стволовые клетки – это вырастить то, чего нет. На самом деле, многие из вас верят даже, что PRP, фенастерид, иминоксидил именно так работают. Нет. Нет. И никто вас в этих мыслях не останавливает. Вы надеетесь, и плацебо, конечно, имеет свое значение определенное, но этого недостаточно. Именно потому я изучаю все, как внешний аналитик, и трачу огромные средства на свои изучения, чтобы хотя бы кто-то вам это доносил. То, как оно действительно работает. Спасибо, кстати, за ваши лайки, подписки и комментарии. И поддержку моей работы. Покажу вам часть моей личной энциклопедии, которую я разрабатываю, прорабатываю, постоянно дополняю. Из месяца в месяц она растет. Мне кажется, таких данных нет ни у кого. Потому что моя задача – база. И тут вот явно видно, что есть такое стволовые клетки, а что нет. Как бы их ни пытались продавать под маркой стволовых клеток. Специально систематизировал, чтобы вам было проще понять их эффективность в зависимости от конкретных ситуаций. Причем за конкретные ситуации мы берем всего лишь 3 основные фактора. Андрогенетическая аллопеция, телоген и при раннем истончении волоса. Когда все только начинается. Я никогда не просил от вас денег, поэтому именно своей работой и ответственностью я, собственно, и зарабатываю те самые деньги, чтобы тратить их на изучение, исследования, интервью, конгрессы и все остальное. Breakthrough Technology – это не про эволюцию, это про революцию. То есть здесь нужно кардинально, и рынки поменяются. Должны пройти клинические исследования, так же, как в фарме. И мы знаем, что в свое время ряд молекул выводились на рынке 40 лет, когда там те же статины, там это даже долго любые проходили. препараты, это огромные расходы, то есть даже если очень классные Миллиарды, например, исследования, конечно. это миллиарды долларов, и это Да. очень много времени, потому что должна быть большая И выборка. напомни, пожалуйста, мы поговорим про Health Equity. Я сейчас вернулась с конгресса с Мадрида. Говорили, очень обсуждали вот это равенство в медицине. Я была удивлена вот это новому для меня там в новой фразе равенство, что-то как affordable сделать. Итого, рабочая модель выглядит так. Стволовые клетки не создают волос. Они делают среду менее враждебной для существующего фолликула. Что они могут? Продлить фазу анагена, замедлить миниатюризацию волоса и улучшить качество самого волоса. Ну и в том числе, конечно, повысить ответ и эффективность на использование других средств, потому что просто стволовые клетки не работают, как только монотерапия. По крайней мере сейчас. И как я сказал ранее, для устойчивости всегда нужна плоскость, базирующаяся на 3 точках. Об этом я говорил чуть-чуть ранее. И поэтому в правильной модели стволовые клетки – это усилитель стратегии. Вот именно здесь и проходит та самая граница между медициной и алхимией. А вот стратегия основывается на правильной диагностике и анализе, которые я делаю как раз-таки для своих клиентов. Вместе с пересадкой волос или без. Но вы пробовали что-нибудь раньше? Например, дутастерид, финастерид, миноксидил, не знаю, что-то другое, может быть, мезотерапию, PRP, какие-то другие процедуры? Я ходил в клинику, и мне дали спрей. Я не уверен, что это было, но думаю, мне это не подошло, потому что когда я перестал использовать, выпадение стало еще сильнее. Как долго вы использовали этот спрей? Думаю, примерно 3-6 месяцев, а потом я решил, что нет, это не мой путь. Любая прорывная технология – это как от кутюр. Да? Ну да. И пока Нужно. это станет там дальше прет-а-порте спустится, Это станет хорошая это... очень тема, потому что действительно все-таки происходит, и я очень надеюсь, что стоимость станет, как говорится, affordable, да, то есть для каждого человека доступна, вот это очень важно. Да. И в то же время, если станет доступно, то и рынок, скажем так, станет больше, и быстрее эти препараты быстрее Ты уйдут прав совершенно, в действие. прав совершенно, потому что кто может потянуть эту историю, как бы Big Pharma? Как-то задался я себе вопросом, почему индустрия волос – идеальная среда для псевдонауки, той самой алхимии. И понял, что первое, тут у нас отчаяние клиента, кто хочет все быстро и готов платить за различные средства, вот все, что порекомендует белый халат, то есть это быстрые деньги, за которые, по сути, белый халат не отвечает, потому что он может сказать, ну вот кому-то помогло, а тебе вот не помогло, извини. Именно, кстати говоря, поэтому я и делаю, и трачу время на вашу диагностику, аналитику, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Второе – отсутствие мгновенного результата. То есть вы не можете мгновенно оценить, и это дает фору тому самому белому халату. Чтобы, я не знаю, скрыться из вида вашей жизнедеятельности, наверное, вот так можно сказать. Я, в свою очередь, получается, что беру на себя ответственность и иду вместе с вами в течение всего года. В контакте с вами, чтобы отслеживать конкретно, что у нас происходит. И делать правильные коррекции, когда это действительно нужно. Третье. Высокий чек. Вот как я вам говорил про эти нанофет. Нанофет – это отдельная операция, считайте. Она стоит дорого, но эффективности, которую вы можете получить, ее просто невозможно проверить. Когда вы идете на дешевое PRP, вы в 90% случаев вы просто платите за мечты.
плацебо. PRP, как мне кажется, в основном опирается на, можно сказать, что событийные исследования, то есть приуроченные к чему-то. Исследований много, но нет сильной стандартизированной, при этом доказательной базы по PRP при выпадении волос. Потому что в каждой клинике и каждом центре используют разные аппараты и разные протоколы. Потому просто невозможно понять, какой протокол лучший. Можно пробовать, и если результат в одной клинике вас не устраивает, можно перейти в другую. А когда можно оценивать результат? Обычно я жду около 6 месяцев, чтобы увидеть эффект от PRP. Но все зависит от диагностики конкретного пациента. Есть пациенты, которым PRP вообще нельзя делать. Ведь некоторые думают, что у них только андрогенетическая аллопеция, ага. Но могут быть ведь и другие заболевания, сочетающиеся с андрогенетической аллопецией, и их тоже нужно лечить. Лечение только ага не означает достижение результата. Необходимо работать со всеми сопутствующими состояниями. Четвертый фактор, к сожалению, низкий биологический уровень грамотности тех самых докторов и врачей, что я заметил еще 5 лет назад. И взялся за изучение сам. И вот вам пример той самой алхимии. Каждый доктор, кто был на этой конференции и наблюдал за вот этой сложной процедурой в контексте всей повестки пересадки, лечения волоса, здесь прям отдельный кусок работы про этот нанофет, что извлекли многие доктора на этой и не только на этой конференции. Что это не просто регенеративная медицина, а что это и есть будущее якобы стволовые клетки. И вот они прилетают домой и рассказывают всем остальным докторам, что вот это стволовые клетки, давайте думать, как это воплотить. И особенно предприниматели, которые просто там что-то схватили, там что-то схватили, то, что можно действительно хорошо упаковать. Сразу видно, кто не пропускает ни одного моего видео, чтобы брать действительно рабочее, трансформировать типа как в свое и выдавать за свое. Что называется, если воровать, так то по всем фронтам. Ничего в этой жизни не бывает бесплатно. Не заплатив по одному счету, пеня увеличивается кратно. И вообще, давайте расставим все точки над «и». Я вам снова покажу свои личные исследования и классификации. И вам, надеюсь, все станет намного яснее. Первый уровень – сами клетки. Это и есть та самая глубокая биология, к которым относятся культивированные MSC и стволовые клетки. Как я понял, полезность идет даже не столько от самой клетки, сколько от самой вот этой жидкости, которая... Супер, ты вообще вопросы задаешь, Олег. Добро пожаловать к нам на борт. Это именно они несут максимальную эффективность, как вы видите, при тех самых выделенных 3 параметрах, которые я определил. Эффективность при раннем истончении, эффективность при андрогенетической аллопеции и эффективность при телогене. Кстати, шведы получили, Каролинский университет, Cell Biolab, по-моему. Они провели исследования, вводили стволовые клетки в одно колено и получали улучшение simultaneous, как со спутанностью электронов, да, там в другом. Клетки в организме общаются между собой очень активно через сигнальные молекулы. Мы уже с тобой обсуждали. Поврежденный орган или ткань продуцирует в кровь огромное количество цитокинов, сигнальных молекул, которые как бы пищат: помогите, спасите. И стволовая клетка, которую мы ввели, или свои собственные, которых capacity мало, плывут, грубо говоря, туда, устремляются туда для того, чтобы регенерировать, во-первых, снизить anti-inflammatory, то есть противовоспалительный эффект. И я вижу просто у всех моих пациентов, где мы используем клетки внутривенно, мгновенная, вот первое, то, что это нормализация показателей высокочувствительного ЦРБ, там сои, да, но там он не мгновенно реагирует. И поэтому стволовые клетки прекрасно использовать при аутоиммунных заболеваниях, там, где очень выраженное воспаление, при травмах. И чем свежее эта история, тем больше, быстрее ты можешь получить эффект. Вот этот противовоспалительный эффект. Второй уровень – это клеточные смеси, показывающие частичную эффективность при ранних стадиях. Третий уровень – сигналы клеток. Сюда мы как раз таки относим экзосомы, PRP, факторы роста. Экзосомы. Безумно уважаю этого человека. Он владелец крупнейшей лаборатории биобанка Юго-Восточной Азии. Доктор Верапуля, он ученый, врач. Вот он мне ответил, что очень тяжело добиться стабильности во внешней среде вот этих экзосом. Ну, например, что такое экзосома? Экзосома – это сигнальная молекула, которая вот эта стволовая клетка выделяет в среду. Но вот представляете, застабилизировать. Одно дело там, она в организме,
а в другое дело во внешней среде. Сам по себе продукт, что там во флаконе, вы уверены, что там стабильный, или там что там при разведении, при использовании, что активность не снизится. Они эффективны при конкретных ситуациях. Когда вам при лысой голове рекомендуют PRP, в 90% случаев от супертрихологов это отличный заработок. Но при монотерапии 100% потеря и даже не денег, а вашего ценного времени и остатка волос. 4-й уровень – это тканевая поддержка. И вот он тот самый NanoFat, с которого мы начали. Тут же и фибробласты из рекламы. Также можете как раз таки оценить и эффективность при достаточно высокой цене. И вот у нас уровень 5. Маркетинг, stem-cell, косметика, крема и так далее. Самый развивающийся и охотящийся на ваши кошельки и эмоциональные решения уровень. Тут за вами охотятся все. Про экспериментальные будущие технологии тут я вам не буду рассказывать, но скажу, что это уже не просто эксперименты. Я за этим наблюдаю и знаю даже реально, кто делает, с какими проблемами сталкиваются на данном этапе и прочее. Ну, не будем сейчас все это перемешивать. Вот обратите внимание, моя, кстати говоря, энциклопедия, что здесь есть очень много данных, которые я дополняю постоянно. Мне кажется, это просто драгоценные материалы. Даже не уверен, заморачивается ли кто-то еще в настолько глубоком копании. Что конкретно делают стволовые клетки? То есть, когда вы слышите регенеративная медицина и регенерация, это не значит, что мы сейчас говорим о создании нового органа. Ваш фолликул – это орган. Речь идет про восстановление нормальной среды для функционирования того самого органа. Пациенты спрашивают, тогда какие, что сейчас кричат, фибробласты, стволовые клетки, что такое экзосомы вообще, что использовать? Ну вот я просто сделаю маленькую ремарку. Основная функция стволовых клеток – это anti-inflammatory, противовоспалительный. Почему? Я очень люблю говорить о том, что, грубо, это грубо очень. Организм старит две вещи, очень грубо. Это на самом деле теории 5 таких основных старения. Свободное радикальное окисление, свободные радикалы, которые митохондрии активно продуцируют, они с одной стороны нам дарят энергию. Это вообще интересная история про митохондрии. Это же бактерия была, а стала органеллой в нашем организме. Это свободные радикалы, которые поддерживают хроническое воспаление. Что еще провоцирует воспаление? Почему быстро старится организм? Сахара высокие, да, там, почему сахар это вообще история не про похудание. Сахар это история про aging, потому что сахар старит организм, сахар увеличивает риск. Он питает вообще раковые клетки, наши собственные. Да. Мы старимся, количество стволовых клеток уменьшается. Что же вообще происходит в коже при выпадении волоса? Проблема не только в самом фолликуле, проблема в среде и микроокружении. Это то, о чем многие не знают. Первое – это хроническое воспаление. Второе – это ухудшение кровоснабжения. Третье, очень важное – это фибризирование тканей вокруг вашего фолликула. Четвертое – это нарушение сигнальных молекул. И вот только пятое, о чем вы знаете, это гормональный стресс или дегидротестостерон. Немножко сложновато, да? Но с другой стороны, так просто начать использовать миноксидил или финистерид, потому что кто-то из блогеров вам сказал это делать. Не делайте этого вслепую. Получается, что фолликул погибает не в вакууме. Он погибает благодаря всем этим факторам. Можно сказать, что он погибает в испорченной среде. И именно стволовые клетки восстанавливают вот эту среду. Мне кажется, даже сами доктора, которые смотрят мои видео, сейчас удивились и впервые поняли, наконец-таки, как это все работает и почему вообще используются стволовые клетки. И при какой ситуации они эффективны. Сейчас к этому придем. Когда появляется что-то новое, люди начинают злоупотреблять этим. Реклама, где угодно, говорят, вот stem-cell, как вообще к человеку можно, какие вопросы нужно задать, чтобы понять вообще, что ему по факту предлагают. Олег, отличный вопрос. И мы с тобой начали наш диалог про скам, который сопровождает любой breakthrough technology. Первое, задать вопрос, где вы берете клетки? То есть первое, клетки должны быть произведены в лаборатории с GMP сертификатом. Вот это мой вопрос тоже. Good Manufacturing Practice. Да. То есть есть понятие стандартизации всех процессов. Так вот, GMP в лаборатории это Good Manufacturing Practice, но есть вот в клинике GCP, Good Clinical Practice, да, это стандартизация всех процессов, это контроль на каждом этапе, то есть даже логистически, там, доставка из клиники в лабораторию материала, да. Такие клиники, извини, есть во всех странах мира? В лаборатории? GMP? В лаборатории нет, конечно. И на сегодняшний день, что меня пугает, например, я не буду называть страну, с которой поставляют там в Арабские Эмираты клетки, слава богу, в Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, ну,
я не знаю, там не буду знать. пока говорить. Ну, как? мне так кажется, окей. Надо же просто- знать, откуда точно... И, например, из Индии не все там поставляют, да, но в Арабских Эмиратах есть своя, они молодцы. Национальный банк Абу-Даби, где все стандартизировано, и они просто прорыв сделали. А что за касается стран СНГ? Подожди, давай закончу. Сейчас Ну, я это вернусь. же- То есть GMP-сертификат. Наша лаборатория Биобанк, там тройной контроль цифры, хранения, стандартизация процессов. У нас не просто GMP, у нас ICO-сертификат, у нас американский Blood Hematology Association, то есть Blood и национальный сертификат качества. Плюс мы Биобанк, то есть холдинг на IPO, публичная компания, которая прошла проверку. То есть мы очень транспаренси в этом. То есть первый вопрос, который должен задать пациент, GMP-сертификат. Покажите мне, что вот продукт, да. Второй, то, что я обнаружила. Мне, например, приезжали пациенты из Америки. Либо протокол не написан, как вводили, сколько вводили, куда вводили клетки, да. Сертификата нет на клетке. То есть вот мы обеспечиваем этот сертификат. Мы даем, мы говорим, вот вам, Иван Иванович, там, Джон Смит, вот ваш сертификат. Этот сертификат, он какой-то стандартизирован под какую-то страну или как? Ну, он Потому что, по он идее, же может стандартизирован. любой человек его нарисовать, я имею в виду любая клиника. Правильно. То есть, Как это в пересадке тоже- волос, там это отлично. Ты мне, мой первый пациент. рисуют, там говорят, вот пожизненная гарантия. Я думаю, какая пожизненная гарантия? Нарисуйте Как мне можно бумажки. дать? Да. Да. Я почему сказала, что на IPO, то есть нас можно проверить, да, то есть мы в публичном доступе про лабораторию Биобанк. Сертификат, он ну, то есть есть номер присвоен, да, пациента, штрих-код, как правило, это штрих-кодирован, указано, на что проверено продукт, да, что проверен он чистый, это стерильный продукт, это чистый продукт и гарантировано количество клеток. Но сертификат это в рамках клиники именно, да? Это мы сертификат получаем из лаборатории, который сопровождает продукт. Я понял. То есть мы можем выдать, как в клинике Medical Summary, да, там медицинское заключение, это сертификат, который сопровождает продукт. И что мне еще нравится, то есть мы отдельно скажем про историю, когда клиника интегрирована в лабораторию, она имеет большие преимущества. У нас в клинике есть стоит счетчик, мы пересчитываем количество я надеюсь, мы клеток. это потом Говорила посмотрим. Да, главный да, врач, да. доктор Сариса, Да. о том, что мы гарантируем. И более того, лаборатория, они добавляют больше клеток, потому что для чего? Для чего больше добавляют? Ну, эффективность, наверное, повышается, нет? Ну вот пациенты меня тоже спрашивают, потому что еще одна составляющая клетки, они должны быть живы, alive. И вот это, чтобы не было повреждения во время транспортировки, да, во время введения. Здесь про отдельно скажу стандарты операционных процедур в клинике. Например, став, он обучен, как работать с этим биологическим материалом, потому что клетки боятся кислород, там клетки боятся низких температур и так далее. Грубо говоря, чтобы нам выяснить, нужно задать, откуда извлекаются, соответственно, если GMP лаборатория, есть ли количественное измерение, правильно? Да. Потому что об этом тоже никто... Вы дайте мне сертификат, вы мне гарантируете качество, что мои клетки живы, стерильные, безопасны. Потому что у нас в медицине очень важна безопасность Само собой. и результативность. Да. Какого я вам плачу деньги, извините Да. меня, я вообще хочу получить результат. Да, и для нас это тоже репутационные риски, не получить результат. Так все-таки что конкретно делают стволовые клетки в лечении ваших волос? И это не магия, это конкретные функции. Вот вернемся к моему примеру. Уменьшают воспаление фолликула, улучшают сосудистую сеть и тем самым питание фолликула, уменьшают фиброз и нормализуют сигналы роста, продлевая тем самым фазу невыпадения, фазу анагена, и тем самым уменьшая миниатюризацию вашего фолликула. А теперь давайте сравним стволовые клетки, PRP и экзосомы. Стволовые клетки MSC – это, можно сказать, что фабрика, которая работает в определенном периоде времени. Именно поэтому, если вы начинаете использовать стволовые клетки, это должен быть не один курс. Это правильно нужно делать в течение нескольких лет. Я придумал вот такой пример. Если представить, что ваш фолликул, вся вот эта проблема выпадения волос и ухудшения среды – это завод, тот самый убыточный завод, который ухудшает свои показатели и требует вмешательства, скажем так, антикризисной внешней команды, у которых есть свои инструменты, опыт, они знают, как это делать. Это и есть стволовые клетки. PRP – это временная денежная, можно сказать, дотация, которая может спасти ваш завод от разорения в течение определенного времени. Но не поменяв правильно условия, это будет просто временное, практически бесполезное явление дотации. И экзосомы. А экзосомы, когда у вас не хватает денег на вот эту вот профессиональную команду, которая вытянет ваш завод, а вам нужны просто, скажем так,
классные, хорошие инструкции, те самые инструкции и те самые правила, которые использует та самая дорогая команда стволовые клетки. Это экзосомы. То есть считайте, что у вас нет денег на дорогую команду, но у вас есть дешевый вариант, это инструкции. Инструкции для ваших клеток. Надеюсь, вот эта вот образность поможет вам понять, в чем разница стволовых клеток, экзосом и PRP. Стволовые клетки – те, кто делает саму работу. PRP – это импульс, краткий ресурс, чтобы оживить в определенном периоде работу. И экзосомы – это инструкции, как работать правильно. Скажем так, передали алгоритм к тем рабочим, которые работают на этом заводе, как улучшить работу, вы уж там крутитесь сами. Так когда же все-таки действительно работают стволовые клетки? В тот момент, когда у вас только начинается миниатюризация и фолликул, волос еще на месте. Второе, когда очевидно воспалительная среда. Обязательное третье условие, когда фолликул еще на месте. Без этого никак. Во время телогенного выпадения тоже очень хорошо работают стволовые клетки. И когда вы только начинаете замечать то самое истончение. Еще раз, стволовые клетки – это не лечение волоса. Это биологическая поддержка вашего фолликула. Я бы сказал, что стволовые клетки даже более эффективны в лечении многих других заболеваний, чем потери волос. Я убедился в этом в общении с другими докторами, с пациентами и глядя на те самые результаты. Но скажу, к счастью, многие страны пошли по пути fast-track, то есть очень быстрого выведения на рынок и proof разрешения к применению. Япония Китай. активно использует. Нет? Южная Корея. Это я вот была удивлена, изучала сейчас этот вопрос. Fast-track, у них клеточные технологии разрешены к применению. Арабские Эмираты просто молодцы. У них атологичное использование атологос, то есть своих собственных стволовых клеток уже разрешено к применению в части регенеративной медицины, травм, то есть спортивной медицины. Фишка в том, что этот препарат получается комплексный. У тебя не просто волосы начнут расти, у тебя там начнут светлеть и белеть, и станут круче ногти, у тебя сглаживаются морщины. То есть ты получаешь некую геронтологию. Для меня это действительно прорыв. Это новость. В июле этого года в штате Флорида, Америка, они разрешили к локальному применению, я думаю, там администрация Трампа, Джуниор Кеннеди, который всегда воевал против FDA, ну есть в принципе за что, они разрешили к применению плацентарные клетки, не просто аутологичные, свои собственные, но и амниотические, вот эти молодые, очень потенциальные клетки. Рабочая ли эта методика и технология? Конечно, рабочая, но нужно понимать, когда конкретно, как и все другие препараты и средства, она может быть использована, для кого конкретно и в какой ситуации, в течение какого периода времени и комбинации с чем. Потому что стволовые клетки, как я и сказал, не работают как монотерапия. Ребенок рождается, у него одна стволовая клетка на 10 тысяч своих собственных. С возрастом количество стволовых клеток, почему мы сейчас вообще говорим про стволовые клетки, уменьшается, становится одна клетка на 500 тысяч. После 50. То есть способность к регенерации, способность к восстановлению поврежденного органа резко снижается. То есть происходит старение. А это строительный материал, это кирпичик. То есть стволовая клетка – это как кирпичик твоего организма, из которой дифференцируются все остальные органы и ткани. И чем моложе клетка, тем больше у нее способность к делению, к делению в разные, то есть способность к дифференцировке. Вот эта лаборатория, которую я изучал, я действительно верю в то, что это наше будущее. Почему? Потому что сейчас наша наука движется быстрее и быстрее. То есть это знание. Но для знаний нужен материал. И вот эти банки стволовых клеток, это, скажем так, те кирпичики, которые можно использовать для строительства в будущем. Пока ваши стволовые клетки, и чем моложе вы, тем более качественные стволовые клетки у вас. И это время, чтобы их заморозить и сохранить. То, что делают, например, те, кто замораживает свою сперму или яйцеклетки. Здесь же стволовая клетка – это ваша молодость и будущее. Из этой стволовой клетки можно выращивать, как я и сказал, все, что угодно. Wow, this is the future. Клетку, ее можно, то есть, например, в банке находится, например, там 1 000 000 клеток, ее можно мультиплицировать постоянно? То есть из этого 1 000 000 сделать там еще 10 миллионов, из этих 10 миллионов, например, 9 использовать и 1 000 000 еще использовать, да? Да, вот смотри. Ну, то есть получается, это действительно очень крутой банк для клиента, который можно использовать постоянно. Причем те клетки, которые мы, например, забираем, при нынешнем возрасте. Например, если мне там 25 было бы, я бы сохранил, например, сделал бы там, например, 10 миллионов, 9 использовал, 1 000 000, опять-таки культивировал бы. Да, ты прав совершенно. Так и происходит. То есть сначала нужно сохранить ваш более качественный драгоценный материал, затем каждый год наука двигается с такими темпами, и вот эти темпы будут как раз-таки задавать возможности использования вашего драгоценного материала стволовых клеток.
Вы можете сохранить это для будущего, возможно, культивировав эти клетки, и, возможно, культивированные клетки можно будет адаптировать и использовать в будущем. Я думаю, это очень хорошая возможность. Ну, я думаю лично, что это очень хорошая возможность, потому что вы же стареете, и качество наших стволовых клеток, ну, как мне кажется, тоже снижается. И если сохранять свои стволовые клетки в банке клеток, в целом это может быть очень хорошим решением для вашего будущего. Мне кажется, это так. Если вам действительно это интересно, можете написать мне, и мы рассмотрим то, как мы можем это сделать для вас. Сразу скажу, это не дешево, от 10 тысяч долларов. Ну, скажем так, выбирая купить Rolex, пролететь там, например, в первом классе, или сохранить инвестицию своих стволовых клеток, мне кажется, тут как раз-таки выбор очевиден. Меня спрашивают, почему клеток меньше становится стволовых? Во-первых, мы знаем вот этот эффект Хейфлика. Он получил Нобелевскую премию, по-моему, Хейфлик. То, что у клетки, у каждой клетки есть способность 50 раз поделиться, теломер укорачивается, и дальше она умирает. Не знаю, там болезнь какая-то тяжелая, да, там бактериальная инфекция, там часть там клеток легких может умереть, ну, то есть эпителия бронхов и так далее. То есть, но мы говорим про естественное старение, хотя сейчас говорится, что старение – это болезнь. Есть ли какой-то период, в котором вот она начинает свою, ну, как сказать, ну, дегенерацию, я не знаю. То есть, вот, или это все идет очень плавно? Да, ты правильно спросил. Нормальная клетка, то есть ну, 50 раз делится и апоптотирует, и как бы приносит себя в жертву всему остальному организму, и умирает, да, становится сенильной, ее дальше задача, чтобы ее из тишью, из ткани выпушил организм. Почему старение происходит? Потому что накапливаются старые клетки, и там разные методики используются. Пожирает и все. Стволовая клетка имеет способность делиться 100 раз и больше, она более активная. Но с учетом, у нее есть такое понятие, она живет как бы в хоминг, в нише определенной стволовая клетка. Из-за того, что окружающая среда становится агрессивной, из-за того, что митохондрии окружающих тканей выделяют большое количество свободных радикалов, экология, плохое питание, стресс, я повторю еще раз стресс, почему? Потом при большом количестве делений риск мутации ДНК увеличивается, и она как бы сама клетка себя убивает, чтобы не превратиться в раковую клетку. Хотя, сделаю ремарку, наш организм производит 5 миллионов раковых клеток ежедневно. Тут задача, мы отдельно можем поговорить про рак, потому что я здесь вообще из онкологии оказалась, а в результате увлеклась вот этой терапией стволовыми клетками. Окружающая среда, риск плюс митохондрии окружающих тканей, повторюсь, производит большое количество свободных радикалов. И количество стволовых клеток резко уменьшает. Плюс травмы, операции, потому что организм, когда в болезни, он вынужден тратить большое количество своего ресурса и энергии, и вот этого строительного материала. И основа жизни, основа нашего организма, стволовых клеток, их становится очень мало с возрастом. И способность к регенерации уменьшается. Есть ли вот этот как бы барьер, когда это происходит? То есть вот, например, наш же организм начинает по-разному функционировать вот период там 26, 27, 28 лет. Да, есть, ты хорошо про задар. Да. Или это вот старение, стволовые вот прям клетки 50 лет, вот прям отмеряют. И поэтому очень важен образ жизни, мы отдельно поговорим про образ жизни. Что вообще происходит в тех самых настоящих лабораториях? Сначала забирается ваш материал, затем он сепарируется, отделяется, выделяются более качественные клетки, затем культивируются, то есть улучшаются, скажем так, их возможности. Это все происходит под контролем качества, затем помещается в криохранение на годы, на десятки лет вперед. И вот это все делается под четкими стандартами, а не просто манипуляции из шприца в шприц. Как я и сказал, чем моложе ты, тем более качественны твои стволовые клетки. Это даже не обязательно должна быть процедура на сейчас. Сколько инвестиция в будущего тебя. Это драгоценнейший материал, ты сможешь использовать и через 5, и через 10, и через 30, и через 60 лет. А через 60 лет мы подумаем и скажем, а почему 50 лет назад я не сохранил свои стволовые клетки? Что это вообще такое было? Почему никто об этом не говорил и не знал? Так вот, 2026 год я об этом говорю. Так где же здесь вообще место вот этой модной пересадки волос, которую вам пытаются навязать где угодно, начиная от Инстаграма и заканчивая на билбордах и блогерами? И кто-то скажет, пересадка волос – это финальный этап, когда ничего другого не сработало. Не согласен. Когда ничего не сработало, система волос – тот вариант, который закроет абсолютно все потребности в волосах без какой-либо операции. Но мы же сейчас говорим о биологическом моменте ваших собственных волос. Проблема в том, что сегодня пересадку волос продают как окончательное решение. Вот как будто бы сделал и закрыл свой вопрос. Но это не так.
И это понимают пока только те, кто прошел пересадку несколько лет назад и пришли, по сути, к тем же проблемам. Пересадка волос не лечит андрогенетическое выпадение волос. Пересадка волос не останавливает биологию фолликула. И пересадка волос не меняет среду кожи головы. Я уверен, скоро мои слова начнут повторять по обыкновению различные блогеры, психологи и заинтересованные лица. Пусть так. Главное, чтобы это было с целью обучения и образования вас. И объяснения вам, что пересадка волос – это просто хирургическое перераспределение волос, а не лечение. И пересадка волос – это только один маленький инструмент внутри большой стратегии. А многие ли вообще задумываются и создают ту самую стратегию для вас? Так вот, пересадка волос, являясь элементом той самой стратегии, может быть нужна, не нужна, слишком рано или слишком поздно. И решают это не консультанты клиники, не маркетинг, не блогеры, не предприниматели, а то, о чем никто не говорит. Правильная точечная диагностика с фокусированием конкретно на вашу ситуацию. Пересадка волос – это архитектурный инструмент. А я как раз таки занимаюсь архитектурой вашего результата. Представлю, Олег потрясающий специалист, но он меня потрясает знаниями своими глубокими. Это очень достойно, Олег. Подписывайся.